Елена, здравствуйте. Здрасте. Во-первых, хочу вас поздравить с началом такого большого масштабного тура. Он у вас один из первых в сольной карьере. Он масштабный, мы заметили. И он, как вы позиционируете его, относится и ко второму альбому. Но, несмотря на это, в документальном фильме для Apple Music, который вы выпустили, вы отметили, что больше один альбом выпускать не будете. Чем обосновано такое решение? Все очень просто. Альбом выпускать невыгодно во всех смыслах. Первое, материально, потому что круче продавать синглы. Но это как бы такая, это, чтобы все успокоились, такой ответ самый простой. А на самом деле, когда ты выпускаешь, почему я выпустила альбом и сказала, что стоп, временно, во всяком случае, стоп, не планирую, потому что когда я выпускаю сразу много синглов, они сильные, радиостанции звонят и говорят, и что нам ставить, нам нравится несколько песен, а поставить можем только одну. То есть так нельзя, это несправедливо по отношению к песням, поэтому я приняла решение больше не выпускать альбомы, только синглы. И все равно, понимаешь, я их выпускаю каждый месяц, а то и бывает и почаще. И все равно радиостанции говорят, нельзя так часто. Просто я считаю, что времена изменились. Мы живем в технологические прорывы, социальные сети, информация, мы впитываем ее очень быстро. И раньше в шоу-бизнесе было принято выпускать 2, 3, вообще, если ты супер-супер скорострел, 4 песни в год. Понимаешь? Я считаю, что этого мало сегодня. Нам нужно больше и больше. Я сужу своего слушателя всегда по себе, потому что я считаю, что мы очень похожи. У нас ДНК одно. В феврале месяце этого года очень масштабная волна просьб к тебе была адресована касательно Евровидения. Мы, собственно, представляем поклонников Евровидения в России. Во-первых, мы хотим тебе вручить подтверждение того, что ты действительно самый желанный представитель России на этом конкурсе. Да, ты можешь обратиться к нашим поклонникам. В вопросе проголосовало почти 40 тысяч человек. Крутой отрыв. Отрыв огромный. Действительно. Можно пару вопросов касательно Евровидения? Мы помним, как ты не отказалась. Ты взяла паузу в этом плане, у тебя планы были важнее. Я и сейчас не смогу. Нет, тут понятно. Понимаешь, нет, дело не в том, что уже выбрали. Нет, конечно, я понимаю. Том, что мой гастрольный график не позволяет. Сильно заранее. То есть я еще летом знала, где у меня концерты весной. Летом. Соответственно, если меня позовут на Евровидение, то это нужно делать летом. Так заранее. Допустим, ты поехал на Евровидение, тебя определили. Это будет очень страшно. Первый канал «Россия-1», она любит отправлять песни по одной формуле. Возможно, ты заметила. Баллада о мире, очень сильный припев. Да, согласна ты бы была записать именно балладу и именно о мире? Слушай, честно, билановская песня и гагаринская, по-моему, очень красивые. Песня Сережи Лазаря, мне нравится сам Сережа, но песня его, то есть мне не так зашла, хотя люди любят. Вот. О мире я люблю петь, тут другое дело. Я против переодеваний, чтобы сотни переодеваний. Сначала перья, потом красное платье, желтое. Я не про нашу страну, ни в коем случае. Мы исключение. Но, к сожалению, другие страны устраивают какое-то фрик-шоу часто на этом конкурсе, что оскорбляет, мне кажется, те страны, которые стараются. Россия всегда старается. Одна из причин, почему ты выиграла в этом опросе, твоя индивидуальность. Ой, спасибо. Твой стиль отличается от того, что делают как минимум представители нашей страны. То есть он у тебя индивидуальный, твой стиль отметили. Твой стиль отметили. Вопрос. Подготовку конкурса ты бы отдала в руки Первый канал или Россия-1? Или ты бы настаивала на том, что ты управлял всем процессом своей командой? Как есть, говорю. Я не смогла бы отдать полностью в руки, потому что я считаю, что сегодня нужно прислушиваться к молодым артистам, потому что, опять же, время изменилось. И сейчас ты в курсе, что год за 3 идет. Например, артист, который... Музыка очень сильно быстро меняется. И если ты хочешь быть в тренде, понятно, что есть вне трендовая музыка, песни про любовь, мелодичные, потрясающей красоты. Такие песни, они навсегда. Но я считаю, что на Евровидении стоило бы хоть разок повести модный трек, действительно, с крутым битом и с правильной подачей. Вот и все.
Опять же, и вторая причина твоей победы в этом опросе, тот факт, что твои песни считают, что твои песни должны были прозвучать на этом конкурсе, потому что уже всем надоело россиянам, именно поклонникам конкурса, то, что одно и то же отправляется. Баллады, мир, припев, хочется чего-то интересного. Джамала победила именно потому, что поразил своей индивидуальностью. В этом году победил португалец, потому что поразил своей индивидуальностью. Они не делали песню так, как делают ее в начале 21 века на конкурсе, они делают ее для себя. Я не совсем с тобой согласна. Я все равно считаю, что формат Евровидения существует, и что все там пытаются показать свои вокальные данные. То есть это как, знаешь, мне задают вопрос: Лена, а будут ли у вас еще в будущем песни, где можно показать голос? Вот эта вот фраза «показать голос». Я ее прям с детства помню. Это давно уже не главное, но когда ты поешь с надрывом, ты с большей вероятностью зацепишь сердце слушателя. Поэтому это, наверное, чуть-чуть попроще ход, потому что заставить танцевать, улыбаться и вот дрыгаться в такт твоей какой-нибудь крутой или модной или веселой песни гораздо сложнее, чем выбить слезу. Поверь мне, как вокалисту. Последний вопрос. Возможно, это будет секретом, но все-таки обсуждала ли ты или твоя команда с Юрием Аксютой, главой делегации России от Первого канала, свое возможное участие? Предлагали ли они тебе? Вот что мне на это сказать? Ну, нет. А желание у тебя было как таковое? Понятно, что не сейчас, понятно, что не в том году. Планируешь ли ты, основываясь на том, что страна тебя поддерживает в этом вопросе, хотела бы ты и рискнула бы ты принять участие в 2019, например, году? Я тоже сейчас тебе скажу, вот как чувствую на данный момент. Это очень ответственно. Это очень волнительно. Сережа говорил, что у него там и желудок, и давление, и все. Потому что когда я участвовала в Евровидении в свои, там, не помню сколько, 20 лет условно. Да, 2007 я помню, да, я просто не помню, сколько мне было. В общем, это одни эмоции, и плюс я не одна была на сцене, а сейчас, ну, то есть это так, а я гиперответственный человек. Я все до мелочей, вот, в своих концертах, в своей работе, во всем, каждую мелочь я должна контролировать. Если честно, то это прям, если я решусь, то это будет очень серьезное решение. Да, я знаю, что у меня действительно модное звучание, которое было бы неплохо показать Европе, но желания нет. Вот единственное, мысль, из-за которой я вообще задумалась про Евровидение, это вот это голосование. Когда мне сказали, что страна тебя выбрала, я как человек, то есть я почувствовала эту любовь, и я поняла, что я должна хотя бы об этом подумать. Но со мной никто ничего не обсуждал, поэтому как бы окей. Вот. А сама проситься я точно не буду, отвечаю. Мне слишком страшно. Плюс мне, понимаешь, я не... Для чего мне Евровидение? То есть это только представить свою страну, только как бы помочь условно стране. Лично мне Евровидение не надо. У меня другой слушатель, у меня очень модные слушатели, и с концертами все супер хорошо. Сегодня увидишь. Спасибо тебе. Стоит отметить, что вопрос проходил в нашей группе. Нам это приятно. Знаешь, я это сохраню. Ну это же мило. Спасибо большое. Я хочу сказать спасибо каждому, кто отдал свой голос. То есть неважно, поехала я, не поехала. Вы даже себе не представляете, как вот такие голосования окрыляют, как они заставляют тебя поверить в себя, что ты правильно все делаешь, что тебя оценили. Для меня, как и для артиста без продюсера, это крайне важно, потому что я все время мониторю, так как я человек современный, я за современную историю и модную музыку, я всегда мониторю мнение. Для меня очень важно. Меня зовут уже на сцену, я...